Чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. От тебя воняет говном, даже отсюда чувствую. Закрывай. Все помнят, с чего начинались невероятные приключения. Также все помнят, кто именно стал причиной развития сей истории, и благодаря кому мы имеем действительно bizarное произведение длительностью почти в 40 лет. Но что если пофантазировать на тему, что было бы, если Дио не существовало? Насколько бы сильно изменилась история и какие были бы последствия? Вы можете подметить, что нельзя удалять такого персонажа, ведь на нем держится весь сюжет. Но вы забываете о том, что основной двигатель сюжета в Джоджо это не Дио и не главные злодеи, а сама судьба. Именно о ней постоянно идут упоминания, и на нее ссылаются многие персонажи, прибегая к объяснению чего-либо заумно сложного. При этом, уверяю вас, в некоторых моментах отсутствие Дио приведет к вполне неожиданным и приятным результатам. Помимо прочего, также порассуждаем на тему, а сильно ли изменится изначальная задумка сезонов, ведь если кто не знал, каждую часть можно выделить под свой жанр. Например, Несокрушимый Алмаз это детектив, а Steel Ball Run очевидно вестерн. Так что вопрос остается вполне резонный. А были бы bizarные приключения такими же bizarными, если бы в них отсутствовал Дио? С этим мы и разберемся, так что приготовьте себе покушать, приготовьтесь ловить спойлеры вплоть до 6 части и приготовьтесь расслабить булки, ведь все сказанное в видео является лишь мнением автора. Начинать, очевидно, будем с первой части, жанр которой я бы назвал классическим вампирским боевиком. И для определения того, в какую стезь пойдет сюжет, нужно ответить на два важных вопроса. А отсутствовал ли только Дио или вся его семья? В таком случае при инциденте с повозкой Джордж Джостер, вероятно, мог даже не прийти в сознание. И на этом bizarная история закончилась бы так и не начавшись. Ну а во втором случае, семья Бранду вполне успешно существует, но вместо Дио по проделкам судьбы рождается другой сын. Он мог бы быть чем-то похожим на Унгала, потому что, Унгала похож на своего деда. Или вовсе могла родиться дочь. Тут и фантазировать не нужно, женской версии Дио на просторах интернета полно, так что фула не будет. Ладно, фул будет, но в Телеграме. Вот ссылка. В таком случае принципиально многое бы не поменялось, ведь, как и было упомянуто ранее, судьбу не проведешь, и она обязательно расставит все по своим местам. Но если рассмотреть третий, бескомпромиссный вариант, с тем, что у Дарио не будет ни сына, ни дочки, а после его смерти к семье Джостаров никто не присоединится, то тогда будет самое скучнейшее, но в то же время самое доброе развитие событий. Джонатан будет с Эриной, никто не украдет ее первый поцелуй. Джордж Джостер не погибнет, а каменную маску никто не будет трогать, и все будут жить долго и счастливо. Соответственно, не будет и вампиров. Ну, кстати, не так много и потеряли, ведь после третьего сезона о них более не было упоминаний. А жанр с вампирского боевика превратился бы в очередную 12-серийную романтику-повседневность, только с перекачанными парнями. Ведь при отсутствии вампиров не было бы нужды изучать и тренировать Хамон. В любом случае, из всех этих трех исходов первый сезон таки останется слабейшим среди всей серии, а Джонатан таки останется слабейшим среди всех Джоджо. Получается, от судьбы все же не убежишь. Как, например, Джозеф из второй части, ведь это его фишка – убегать. Но была бы она таковой, если бы Дио не существовало. Полагаю, что да, более чем. Дело в том, что второй сезон был как будто совсем уж оторван от основного повествования, и Дио там просто не нашлось места. Зато появились не менее устрашающие противники в виде людей из колонн, что существовали вне зависимости от того, был Дио или нет. И если посмотреть на данную историю со стороны, беря во внимание тот факт, что Джозеф обладает Хаммоном отчасти благодаря тому, что им владел Джонатан, а он, напомню, по нашему личному сценарию Хаммон не изучал, вероятность отлететь от первого же человека из колонн крайне высока, отчего сценарий перешел бы в какую-то антиутопию, в которой люди из колонн заполучили камень и поработили человечество. И на этом история, как и весь род помеченных звездой, снова оборвалась бы. Но если без негативчика, то Джозеф благодаря своей смекалке и тренировкам, а также сюжетной броне, в любом случае закономерно отправил бы людей из колонн на упокой. Так что в этой части, из-за отсутствия Дио, изменения, скорее всего, попросту не произошли бы. В отличие от третьего сезона, в котором есть над чем подумать. Ведь при отсутствии главного злодея, основного двигателя сюжета, а именно мотивации спасти Холли от болезни, не было бы, а значит не было бы и всего приключения. Таким образом, мы бы не познакомились с Кокёином и Польнарефом, ведь они встретились только из-за влияния паразитов Дио. Также мы бы лишились встречи с Игги, но справедливости ради, это было бы даже ради их блага, ведь в таком случае, по крайней мере, все остались бы живы, а Джотаро, вероятно, остался быдлошкольником, но не
загремел в тюрягу, скрывая злого духа, потому что элементарно не обрел бы стенд, что так-то тоже был пробужден из-за влияния Дио. Но это уж как-то совсем не интересно, поэтому договоримся, что все Джастары имели стенд, иначе мы бы недалеко ушли от второго сезона. А значит, опять же, из-за влияния судьбы, вероятно, в третьем сезоне, скорее всего, было бы не приключение в Египте в поисках рейд-босса, а, скажем, очистка от множества преступных стенд-юзеров, потому что на момент третьего сезона как раз и были найдены стрелы, и популяция стенд-юзеров из-за черного рынка стрел начала бы активно расти, а без отсутствия лидера, который смог бы эту популяцию контролировать, количество случайных людей, желавших заполучить стенд за деньги, было бы просто огромным, ведь даже Дьяволу продал 5 из своих 6 стрел Энии, а жанр сезона превратился бы из приключенческой драмы в какой-то марвеловский боевик с суперспособностями, целью для главных героев которым было бы искоренить злодеев, использующих стенды в преступных целях. Стоит ли также говорить, что из-за отсутствия Дио не было бы и его стенда с одной из сильнейших способностей, а значит Джотаро, вероятно, даже заполучив стенд, вряд ли бы освоил таймстоп из-за отсутствия потенциала развития, ведь все знают, что главная способность платины быть стендом одного типа. Что сыграло бы злую шутку в четвертом сезоне, к которому мы и переходим. В нем главный антагонист, как и весь сюжет, почти никак не пересекался с Дио, но его отсутствие, и как мы выяснили ранее, отсутствие способности The World у платины, сильно повысил бы шансы на плохую концовку, в которой главный злодей одержит верх. Но обо всем по порядку. Из-за отсутствия таймстопа, во-первых, Джотаро получил бы по шапке, а точнее не по шапке, а по ебалу. От злого Джоски, ибо нечего оскорблять прическу. Во-вторых, стенд-юзеров Морио было бы гораздо меньше, по той причине, что отец братьев Ниджимура не работал на Дио и в итоге был бы здоров, а значит протыкать случайных людей в поиске подходящего для, так скажем, исцеления бати стенда не было бы нужды. Таким образом, Коичи не получил бы яйцо и остался без обеда. Блять. А в первой же серьезной схватке Джотаро сдох бы от выстрела крысы, не говоря уже о том, что без таймстопа он погиб бы еще и от второй бомбы Киллер Квин. А без Джотаро вся сила команды уменьшается раз так в 10. И к тому же в финальной битве еще и без способностей Коичи концовка выглядела бы примерно так. Так что здесь уже второй случай, в котором отсутствие Дио помогло бы злодеям одержать победу. Как бы странно или протянуто за уши это не выглядело. И жанр детективной повседневности сменился бы на какой-нибудь ужастик с беспомощными героями против злодея-маньяка. Автор, ты долбоёб? Вот это выдал антибазы, да? А чтобы я не один тут распинался, предлагаю и вам присоединиться к обсуждению. Возможно, вы даже захотите записать видео на эту тему, поэтому давайте устроим конкурс. Вы делаете ролик со своим мнением на тему, что если бы определенного важного для вселенной персонажа не существовало, и я делаю стрим с реакцией на ваше видео, а автор лучшего ролика получит от меня косарик. Если кто давно хотел начать делать видео, то это отличный повод. Даю вам подсказку, делайте видео про спидвагона. Все подробности о конкурсе найдете в Телеграме. Там же будут и все новости по этому поводу и не только. А мы переходим к нашим мафиозникам из пятой части. Да, именно к мафиозникам, а не к Джорно. Потому что, знаете, биология такая штука, чтобы появился сын, должен быть отец. Ну, так в школе говорили. Лайк, если в курсе. В общем, да, это был бы первый сезон Джоджо, в котором главный герой не Джоджо. Подумайте сами, у нас вроде есть хорошие ребята, вроде плохие ребята, и главный злодей тут, но нет главного героя. В таком случае нуарный детектив превратился бы в мафиозные разборки банд, главными лицами которого были бы, скажем, Бучелати и Ризотто, а финальным исходом которого была бы безоговорочная победа Дьяволу, ведь ему не то что помешать никто не смог бы, а даже не пытался бы этого сделать, так как склонить Бучи Гэнг против босса было некому, а совершать переворот в их планы как-то не входило. Зато при таком исходе в живых остались бы Бучелати, Абакио и Наранча, а Фуга не пришлось бы покидать их компанию. Но есть и негативный моментик. Вероятнее всего, Триш бы погибла как раз от руки наших ребят или Ля Сквадре, так как рано или поздно Дьяволу нашел бы ее местоположение и отправил одну из банд, чтобы положить конец последней зацепке о его прошлом. Пришел бы конец и Пальнарефу, если бы он по каким-то причинам присутствовал бы в сезоне, потому что в соло вывести битву с Дьяволом, да еще и Бучигенгом и Ля Сквадре сверху было бы как-то совсем уж непросто, согласитесь. Плачевное положение дел с котиками в Италии не поменялось бы, и мы бы так и не познали всей бизарности, а также сильнейшего стенда своего Верса.
В 6-м же сезоне события могли иметь очень непредсказуемый характер, так как молитвы, какие молитвы, блять, мотивы, так как мотивы главного злодея были тесно связаны с Дио и его влиянием. Кто знает, пришел бы Пуччи в голову план по достижению рая, или же он сконцентрировался на чем-либо другом. Однако из фактов можно выделить то, что Пуччи, во-первых, остался хромым на одну ногу, но это была бы меньше из его бед. Из-за отсутствия Дио не было бы его кости, которая использовалась для пробуждения, из-за чего мы сразу можем откинуть каноничный вариант с пробуждением Симон и в дальнейшем Made in Heaven. А значит, главный злодей остался без эволюции, а возможно и вовсе без стенда, потому что, напомню, White Snake он обрел также от стрелы, что была дарована Дио. А значит, потенциально 6-й сезон мог быть одним из тех, в котором главный злодей сражался, используя не стенд или другие сверхсилы, а, я не знаю, божью помощь или молитву. Извините. В подобной истории Джолин, вероятно, не попала в тюрьму, так как ей не грозила опасность, и она, возможно, могла бы проводить больше времени с отцом. А Насуй был бы жив, но не встретился со своей половинкой. Weather Report не потерял память из-за отсутствия White Snake, а Эмпорио продолжал жить в стенах тюрьмы в одиночестве. Эрмес, вероятно, нашла бы себе другую подружку среди заключенных, а Foo Fighters даже не существовала бы в том виде, в котором мы ее знаем. К Джотору не было бы никаких претензий по прочтению чужих дневников секретами, поскольку никакого дневника Дио попросту не существовало. Но даже при таком раскладе, вдруг случись схватка между главными героями и злодеями, компания одержала бы верх, даже не имея таймстопа или будучи в неполном составе, потому что драка Пуччи без стенда выглядела бы именно так. Из всех частей это, пожалуй, была бы самой грустной, ведь судьбы главных персонажей так и не пересеклись между собой, несмотря на позитивную концовку в целом. К позитивной концовке подошло и это видео. Обязательно напишите, какая из частей вам больше всего понравилась, и присоединяйтесь к обсуждению, что я мог еще упустить или добавить. Интересные варианты также зачитаем на стриме. Выражаю большую благодарность спонсорам на Бусти, среди которых можете быть и вы, кстати. Присоединяйтесь к конкурсу на тематическое видео, и еще увидимся.